Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю один из самых вкусных, нежных шоколадных тортов. Торт батончик Kinder Pingui. Торт получается очень мягким, тающим во рту, без преувеличения. И готовится в принципе несложно. Сначала я приготовлю бисквит. 120 грамм муки, 6 грамм разрыхлителя, 30 грамм какао-порошка, 15 грамм кукурузного крахмала. Все это перемешиваю и отставляю пока в сторону. Четыре яйца среднего размера весом без скорлупы, примерно по 50 грамм каждое яйцо. Щепотка соли, 8 грамм ванильного сахара. Все это взбиваю до появления вот такой пышной пены и добавляю туда 120 грамм сахара. И взбиваю сейчас минут 7-8, чтобы получилась вот такая пышная, воздушная, побелевшая сильно масса. Теперь добавляю туда 100 мл молока комнатной температуры и 60 грамм растительного масла без запаха. Все это просто перемешиваю, ничего здесь долго не взбиваю. Порциями, очень аккуратно, круговыми движениями я вмешиваю туда всю сухую смесь. Можно брать венчик, как вот у меня крупный такой венчик, можно лопаткой. Это все на ваше усмотрение. Форма здесь у меня 22 сантиметра в диаметре. Духовка уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать буду на режиме вверх-вниз без конвекции, примерно 35-40 минут. И пока приготовим шоколадный крем. Итак, сначала приготовим основу для крема. 350 мл молока я отправляю и довожу до кипения. 150 грамм сахара, 35 грамм кукурузного крахмала и 8 грамм ванильного сахара я сейчас перемешиваю до однородности. Три яйца комнатной температуры весом примерно по 50 грамм среднего размера и 150 миллилитров молока. Все это перемешиваю до однородности и смешиваю все это сейчас с сухой смесью. Однородная смесь должна получиться. И иду сейчас на плиту и буду уваривать это все до закипания. Постоянно помешивая в центре ковшика, я добавляю туда всю крахмальную основу в горячее молоко. И теперь при непрерывном помешивании на умеренном огне в кастрюле с толстым дном я довожу всю эту смесь до кипения. Когда пойдут первые вот такие пузыри, провариваю примерно еще 20-30 секунд и сразу же снимаю с огня. Теперь я добавляю туда 100 грамм темного шоколада, именно не молочного, а темного шоколада. Можно молочный добавить, но вкус не такой будет яркий у крема тогда. Шоколад 50-60% какао здесь. Перемешала все это очень хорошо до однородности. Выливаю сейчас в ту емкость, где крем у меня будет остывать до комнатной температуры. Не до холодного состояния, а именно до комнатной температуры. Накрыв пищевой пленкой, убираю его сейчас. Итак, бисквит у меня уже испекся. Я оставляю его полностью остыть теперь до комнатной температуры. Палочка из него выходит сухая и чистая. Как только он у меня остыл, он сразу же готов к работе, и его сразу можно нарезать. Бисквит этот очень удобный. Это шоколадный шифоновый бисквит. На более крупные формы я разделяю яйца, но здесь мне нужна такая небольшая форма, невысокий тортик. Я яйца не разделяю на желтки и белки. Нарезаю сейчас на 4 тонких коржа.
То есть, чтобы эти коржи, как и в батончике Kinder Pingui, там одна всего будет прослоечка шоколадная, чтобы они особо не забивали собой вкус самого тортика. Эти коржи, они просто как бы дополняют вкус торта. Для пропитки я беру 1 столовую ложку сахара, 1 столовую ложку какао-порошка для выпекания какао-порошок и 250 мл молока. И довожу сейчас все это до кипения. Закипевшую смесь я сейчас процеживаю через сито и оставляю все это остывать, хотя бы до комнатной температуры. Можно до холодного состояния остудить. «250 грамм сливочного масла размягченного я взбиваю сейчас примерно 3 минуты до пышности. Добавляю туда 2 столовые ложки какао-порошка для выпекания. Все это аккуратно перемешиваю, взбиваю недолго, чтобы просто массы объединились. И примерно по 2 столовые ложки я добавляю всю заварную основу к этой массе и просто прорабатываю миксером, тоже недолго. Добавили всю заварную основу и просто прорабатываем еще раз миксером. Крем готов. Это крем для начинки, это крем не для украшения, сразу говорю. В холодильнике он стабилизируется и будет более устойчивым. Здесь 400 мл очень холодных сливок для взбивания, жирностью не менее 30%. Я добавляю туда 16 грамм загустителя для сливок, 30 грамм сахарной пудры и 16 грамм ванильного сахара. Или ванильного экстракта можно брать, потому что в самом батончике, конечно же, Kinder Pingui, там и содержатся сливки. В случае, если у вас нет загустителя для сливок, вы можете взять 250 мл сливок и 150 грамм сыра маскарпоне, и тогда крем будет держаться. Крем сейчас делю на 3 равные части. Сливки, я имею в виду сливочный крем. Не нужно путать этот батончик с батончиком молочный ломтик. Это совершенно другая рецептура, он и на вкус абсолютно другой. А шоколадный крем сейчас делю на 4 равные части. Пропитка остыла у меня и начинаю пропитывать корж. Одну четвертую часть крема выкладываю на каждый корж шоколадного крема. Мне удобнее это делать из кондитерского мешка. Чтобы сэкономить кондитерские мешки, можно для этого брать просто пакет для заморозки продуктов. Когда собираем начинку, кто если делает для домашнего чаепития, не профессионально кто работает, то можно и просто использовать пакеты плотные. Сливочный крем также выкладываю из кондитерского мешка. Со сливками здесь сложнее, потому что они с загустителем здесь, они имеют более рыхлую такую структуру, и поэтому лучше, конечно, из кондитерского мешка. Ни в коем случае ни лопаткой, ни ложкой их накладывать, просто чтобы вот эти слои у нас потом прослеживались в торте красиво. Все это очень аккуратно разравниваю сейчас шпателем. И так собираю каждый корж. Лучше сразу этот торт собирать в кольце. Я здесь просто не ставлю в кольцо для того, чтобы вам наглядно показывать в видео. Но когда будете собирать уже для себя этот торт, лучше поставить его в кольцо. Он так будет уже более стабильным у вас сразу. Коржи здесь тоненькие, они очень нежные. Они буквально такие невесомые, но это такая вот именно задумка в этом торте. Вы можете также выпекать этот торт в форме диаметром 20 сантиметров. Это не страшно. Вот здесь я уже поставила в кольцо. Использую также ацетатную пленку. У кого нет ацетатной пленки, можете для этого использовать просто канцелярские плотные папки. Пропитываю обязательно каждый корж. И последнюю, четвертую часть шоколадного крема я отсаживаю на самый верхний корж. Сейчас я убираю этот торт в холодильник минимум на 4 часа. Лучше, конечно, убирать сразу на ночь, чтобы он стабилизировался полностью. А потом уже покрою его шоколадной глазурью.
80 мл сливок 30% жирности я довела до кипения, и в горячих сливках я растворяю 100 грамм молочного шоколада. Но шоколад у меня с большим количеством какао. Здесь можете брать и горький шоколад, в принципе, но не выше 50% какао, иначе глазурь будет отличаться именно от вкуса торта. И выливаю глазурь на холодный торт. Я растопила здесь 20 грамм белого шоколада. Можете на водяной бане растапливать, можете в микроволновке. И отсаживаю вот такие вот незатейливые капельки. Это на ваше пожелание, это не обязательно здесь сделать. Просто так, чтобы украсить домашний тортик. У меня немножко он полежал долго и застыл уже белый шоколад, поэтому немножко трудно он так наносится. На полчаса убираю в холодильник. Покрыла здесь шоколадной крошкой. Это все на ваше усмотрение. Вы можете любым кремом его украшать. Вы можете его ганашем покрыть. Торт очень мягкий получается. Торт, который действительно вот такой пропитанный, очень шоколадный, очень сливочный. Но он не взрослый такой торт. То есть он нравится детям очень такой тортик. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.